Всем привет! Меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале Как похудеть. Сегодня мы с вами приготовим 3 вкусных салата, которые можно подать, кстати, и на праздничный стол, и вообще их приготовить. И героиня нашего ролика сегодня это она, свекла. Вкусная, красивая, полезная и, что, кстати, немаловажно, доступная. Будем готовить салат один с индейкой, один с рыбкой и один в постном варианте, потому что я знаю, что сейчас многие постятся и эти рецепты актуальны. Итак, начинаем готовить с нашей свеколкой. Здесь у меня 350 граммов филе грудки индейки. Я его замариновала в столовой ложке соевого соуса. Сковорода уже у меня разогрелась на среднем огне. Отправляем туда нашу индейку. И нам нужно эти кусочки обжарить. Индейка зашкварчала, сразу это отлично. Обжариваем кусочки индейки. Вы также можете использовать обычное куриное филе. Наша задача обжарить индейку, при этом оставить ее сочной, поэтому как только я вижу, что одна сторона схватилась, я сразу переворачиваю кусочек и обжариваю с другой стороны. Так я поступаю со всеми кусочками. Вот такая румяная индейка у нас получилась за 3 минуты. Теперь оставляю ее под накрытой крышкой. Плиту я уже выключила, и она на остаточном тепле дойдет до готовности и останется сочной. Вот она, наша свеколка. Я ее отварила на пару. Посмотрите, какая она красивая. Нарезаю ее на ломтики. Потом складываю вот так стопочкой и буду нарезать вот не крупной соломкой, чтобы одновременно у нас была с вами и соломка, и чтобы она была не слишком длинной. Иначе в салате свекла очень нежная, может поломаться. Ломтики свеклы у меня уже в салатнике. Поливаю столовой ложкой лимонного сока. И еще у меня есть 4 зубчика чеснока, которые я заранее пропустила через пресс. Ну, на самом деле их пропустил Сергей, конечно. Теперь смешиваем свеклу, лимонный сок и чеснок. Таким образом мы с вами дополнительно сделаем свеклу еще вкуснее. Хотя она на самом деле и так вкусная и сладкая. Пока наша свеколка маринуется, еще тепленькую, сочную, мягкую, но тем не менее готовую индейку я нарезаю вот такими кубиками, наверное, где-то около сантиметра. Кубики индейки отправляются к свекле. Им вместе будет просто отлично. У меня 100 граммов очищенных грецких орехов. Я их измельчаю. Если есть возможность, можете сразу приобрести измельченные грецкие орехи. Это сэкономит вам время. Орехи отправляются в миску к свекле и индейке. И, кстати, мы с вами на финише добавляю один очищенный гранат, то есть его зернышки. И нам остается заправить. Я беру сметану. Сметана у меня 20% жирности. Я взяла такую щедрую столовую ложку с горкой. И щедрую чайную ложку горчицы. Горчица у меня острая. Теперь наша задача всю эту красоту свекольно-орехово-мясную перемешать. И самое время отправить наш салат на тарелку. Заправка придает невероятный вкус и аромат, потому что свекла, индейка, орехи, они очень нежные. Но добавление и лимонного сока, и чеснока, и горчички делают этот салат вкусным и очень-очень пикантным. Обязательно приготовьте и, конечно, напишите ваш отзыв. Салат номер 2 будет с рыбкой, с тунцом, но вы его тоже можете сделать постным, потому что бывают постные дни, когда можно употреблять рыбу. Постным сделать его просто уберите из состава этого салата яйца, и у вас получится постный салат с рыбкой. Начинаем его готовить быстро, вкусно и очень просто. Свеклу я нарезаю сначала на вот такие хорошие ломтики. Посмотрите, какая она красивая, яркая. Так и просится отправить ее в салат. Ну, а мы, собственно говоря, этому делу препятствовать не будем. Нарезаю ее соломкой. Соломку нарезаю на мелкий кубик. Кубики свеклы отправляются в наш рабочий салатник для смешивания. Не теряем времени, добавляем чайная ложка бальзамического уксуса, столовая ложка лимонного сока и 2 столовые ложки растительного масла. У меня обычное подсолнечное без запаха. Остается всю эту красоту перемешать и, конечно же, не съесть, потому что уже на самом деле у нас получился очень вкусный, но пока только свекольный салат. Но мы берем себя в руки, убираем свеклу мариноваться и продолжаем. И меня уже ждет подружка свеклы морковка. Морковку я предварительно отварила. Морковки у меня 2 штуки. Нарезаю сначала пластинками
Затем пластинки нарезаю на полосочки. И так же, как свеклу, измельчаю кубиком. Вот, подружки, и встретились. Отправляем морковку к свеколке. Еще у меня есть 6 корнишончиков. Им отрезаем лишние запчасти. Затем режем пополам. Еще я разрежу где-то на 3 части. И нарезаю таким же кубиком, как морковку и свеклу. Я отварила вкрутую 5 яиц. Разрезаю их на половинки. Затем нарезаю на вот такие долечки. И, как вы догадались, нарезаю кубиком. Кубик у нас средний, совсем мелкий не нужен. Банку тунца в собственном соку общим весом 200 грамм разминаю. Тунца отправляем ко всем остальным ингредиентам, которые находятся у нас уже в чаше для смешивания. Как вы помните, заправку для салата мы уже добавили, поэтому наша задача просто все перемешать. Обожаю этот аромат, свекла, лимонный сок, тунец, это просто супер. Еще и очень красиво выглядит. Салат я немного присаливаю по вкусу, вы можете солить или нет. Еще раз перемешиваю. Салат я предлагаю подавать персонально каждому, порционно, вот в такой розеточке. Вы можете использовать, кстати, бокалы и присыпать желтком, потому что рыбка и желток, мне кажется, всегда отлично сочетаются. Вот такой яркий и вкусный салат можно приготовить из самых простых продуктов. Приятного аппетита! Итак, мы с вами на финише. Сейчас будем готовить третий салат. И постный не значит невкусный. Почему-то сложилось такое мнение, такой стереотип, что постная еда, она такая, не совсем вкусная, какая-то неаппетитная. Сейчас этот стереотип мы с вами разрушим. Приготовим вкусный, красивый, сытный и, конечно же, полезный постный салат. Еще больше постных рецептов вы можете найти по ссылке, которая появится вот здесь. Там целый плейлист. Завтраки, обеды, выпечка. В общем, все, что нужно для того, чтобы питаться полноценно. Давайте готовить салат. Для салата нам понадобится одна средняя луковица. Разрезаю ее на половинки. Затем на четвертинки. А затем шинкую тоненько. Сковорода у меня уже разогрелась. Добавляю 2 столовые ложки растительного масла. Жду буквально 30 секундочек, чтобы масло тоже нагрелось. Ну а теперь отправляем наш лучок в сковородку. Оставляем пассероваться на среднем огне. Грибы у меня шампиньоны, их 400 грамм. Как вы видите, они у меня не крупные, поэтому я их нарезаю на четвертинками. Если грибочек покрупнее, то я его половинку разрежу на 3 части. Совсем мелко если нарезать, то грибочки потеряются в салате, а мы этого не хотим. Лучок выглядит просто отлично, поэтому добавляем к нему грибы, которые мы нарезали четвертинками. Самое время поперчить. Делаем это, конечно же, по вкусу. Я использую смесь перцев. И остается еще один раз перемешать, для того, чтобы овощи у нас готовились равномерно. Свеклу я также нарезаю сначала на пластинки, около 1 сантиметра толщиной. Пластинки складываю в стопочки, затем разрезаю на 3 части и нарезаю вот таким достаточно крупным, красивым рубиновым кубиком. Насыпаем кубики свеклы в салатник, просто посмотрите, как это красиво. Добавляю столовую ложку лимонного сока и щедрую чайную ложку горчицы. Остается все перемешать для того, чтобы свекла замариновалась. Еще у меня есть 2 симпатичные морковки. Разрезаю пополам. Затем половинку разрезаю на четвертинку и режу вот такими кусочками. Еще у меня есть 6 симпатичных корнишончиков. Их я буду нарезать соломкой. Вот такая хорошенькая соломка у нас получается. Отправляем огурчики к свекле и морковке. 100 грамм свежезамороженного горошка, он у меня просто разморозился, и я его отправляю также в чашу с салатом. И 100 грамм кукурузы, она тоже была разморожена и просто разморозилась у меня при комнатной температуре. Консервированные овощи в последнее время не покупаю, здесь они дороговаты, и оказалось, что если использовать свежезамороженные, получается очень вкусно и освежающе, попробуйте обязательно. Без лишних прелюдий и чего бы то ни было, сразу же отправляем прямо со сковороды грибочки с луком в наш салат.
Немного присаливаю по вкусу и перемешиваю. Добавлять растительное масло, либо другую еще заправку мы не будем, потому что, как мы с вами помним, лук и грибы мы пассеровали на 2 столовых ложках растительного масла. То есть еще масло добавлять не требуется, правда, будет и так вкусно. И вот такой постный, но тем не менее вкусный салат у нас с вами получился. Рассказываю, прям у самой слюнки текут. Обязательно приготовьте. Самое время отправить наш салат на тарелку. Посмотрите, какой он получается. Красивый, яркий, невероятно ароматный. Обязательно приготовьте, ведь это просто вкусно. И такие салаты подходят не только для поста или для новогоднего стола, но и просто для того, чтобы внести разнообразие в ваше ежедневное меню. Ведь это так скрашивает нашу жизнь. Приятного аппетита! Я очень рада, что сегодня с вами поделилась сразу 3 рецептами вкусных, простых салатов с моей наилюбимейшей просто свеклой, которую я очень люблю, и надеюсь, что немного по-другому на свеклу посмотрите и вы, потому что мы привыкли, что ну свекла, что с нее возьмешь? Потер ее с чесноком и все. На самом деле свекла более многогранна. Надеюсь, эти салаты выступили как доказательство. Вы их приготовите и будете любить свеклу еще сильнее. И, конечно, напишите мне об этом свой комментарий. Какой рецепт вам понравился больше всего или стал любимым в вашей семье? Пишите в комментариях. Это нас очень сильно заряжает, еще сильнее заряжает позитивной энергией. Вообще, если вам нравится наш канал и наше видео, поддержите нас, поставьте, пожалуйста, лайк. Если вдруг до сих пор не с нами, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в наше позитивное сообщество. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра и свеклы.